Приветствую всех на канале Сад Агро своими руками. В этом видео хочу сделать короткий обзор двух хороших сортов сладкого перца, которые мы выращивали на своей даче. Возможно, это видео будет полезным для тех огородников, кто задумается, не посадить ли им на своих участках такие же сорта. Итак, первый гибрид, на который хочу обратить ваше внимание, это гибрид Яника от фирмы Kitano. Смотрите, мы немножко выращивали не так, как правильно выращивать. Почему? Потому что мы вовремя не убирали плоды в технической спелости. Что такое техническое? Напомню для тех, кто забыл. Вот когда плод берет сортовой размер, но еще не изменяет свой цвет и процессы вызревания семян в нем еще не начинаются. Вот тогда нужно убирать плод для того, чтобы освободить ресурсы на развитие следующей волны плодоношения. Мы же не убирали в стадии технической, мы держали до стадии биологической спелости. Это плоды, увеличенные до сортового размера, но в которых уже пошло изменение цвета, и в которых запустились процессы вызревания семян. Очень много ресурсов растения тратят на вызревание семян, и все это, конечно же, в ущерб с последующему плодоношению. За счет вот такого передерживания мы сами своими руками ограничили получение урожая. Видите, как мало цветочков. В общем, действует такой принцип. Каждый сорванный своевременно плод, вот в таком развитии, вот в таком цвете, в такой стадии спелости, это открытая дорога, убранный вовремя плод, открытая дорога для нарастания следующего плода. Поэтому, друзья, если хотите максимально получить с куста урожай, своевременно проводите уборку. Раз в 5-7 дней нужно осматривать плантацию и выбирать весь увеличенный до сортового размера перец. Если, конечно же, для вас не принципиально, чтобы перец только должен быть красным. Мы не убирали, но это по своим причинам. Все-таки я для видео снимаю, и мне хотелось посмотреть, как выглядят вызревшие плоды и нагрузка на кусту. А так уже должна была третья волна вот таких перцев у нас быть вот здесь. Ну, ничего страшного именно для нас. Для вас еще хочу сказать, если на продажу, либо для себя, то лучше убирать своевременно. Но все-таки давайте продолжим обзор. Вот смотрите, вот так выглядит перчинка. Яника гибрид, конусообразный плод на перце. Вот так техническая, вот так биологическая спелость. Вкусный, сладкий, урожайный. Урожайный, ну, можете видеть на своих экранах. Даже мы не снимали никаких плодов. По 2-3 причины максимум на этих кустах было собрано с каждого куста для употребления в пищу. Поэтому я знаю, как он на вкус. Но, тем не менее, друзья, вот даже своевременно не убранные перцы из стока наросло. Это очень хороший результат. Вот так еще давайте пройдемся, немножечко посмотрим. Ярко-зеленого цвета. Плодоносит он у нас уже достаточно давно. Выращивали через рассаду. И давайте посмотрим следующий гибрид, который хочу вам показать. В одной грядке выращиваем, одинаковые подкормки к ним применялись. Это гибрид КС-3115. Вот я одну перчинку сорвал. Этот перец кубовидной формы. Если Яника был формы конусовидной, то это кубовидная форма. Такое имеет хорошую массу перчинка. Размер видите сами, вполне подходящий и даже для фаршировки. Хотя великоватый может быть для фаршировки, но еще, в принципе, фаршировать такую перчинку можно. Лечо, переработка, аджика, пожарить и все такое прочее. Идеально подходит толстостенный конусообразный перец КС-3115. Давайте, что тут на кусту. То же самое, мы не убирали плоды. Видите, так покраснение слегка меньше происходит, еще окрас получили плоды, потому что, ну, очевидно, чуть-чуть позднее будут краснеть плоды на КС-3115. Вот кустик. Плодов, кстати, тоже очень много, очень урожайный. Однако правила уборки урожая нужно соблюдать, убирать своевременно плоды и давать дорогу для нарастания следующих
Вот кустик. Я все подряд показываю. Я думаю, это очень наглядно демонстрирует действительную плодовую нагрузку. Вот так выглядит. Если посмотреть со стороны, конечно, облиственность, это с одной стороны очень хорошо, что листья защищают от солнечных ожогов, а сейчас солнце, я вам хочу сказать, ну каждый день оно просто парит. Не хочу камеру даже наводить на солнце, чтобы не прижечь линзу. Тем не менее, несмотря на то, что такое сильное солнце, плоды защищены вот этой густой облиственностью. Это хорошо, но плохо то, что не могу во всей красе вам показать плодовую нагрузку, чтобы сразу все плоды можно было увидеть. Так вот, друзья, еще раз. О, смотрите, красавец какой. Такая, давайте сорвем, все равно собираемся собирать урожай. Вот такой размер. 180 приблизительно граммов вес, масса вот этой перчинки. Так что смотрите, насматривайте, принимайте решения. Все в ваших, как говорится, руках, какие сорта, гибриды выращивать. Кстати, на семена КС-3115 этого перчика тоже ссылочку оставлю внизу. Можете заказать у Татьяны Викторовны поштучно от 10 семян. Мы так и делали. Вот здесь у нас около 10 и яники около 10 растений. По центру еще несколько сортов. Тоже хорошие сорта, но, честно говоря, уже не буду их показывать. Они так немножко перепутались еще в рассаде, поэтому не могу сказать. Это совершенно другие. Вот два отдельных я вам показал. Вот они какие. Вот они такие. Но опять же, вот это покраснение красивое, вот эта картинка за счет навязывания вот этой волны. Сегодня уберем, и я думаю, максимально быстро начнут развиваться следующие плоды. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, этот обзор был вам полезный. Если это так, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго, до новых встреч.